Наша страна находится под благостным управлением человека, который ставит перед собой цель следовать особому российскому пути, вне норм и категорий мировой цивилизации. Вот река, вот мост, а мы пойдем особым русским путем, просто по воде. Хотя, быть может, и утонем. Маниакал – это неподходящее состояние для лидера ядерного государства. Он способен ввергнуть мир на порог Третьей мировой войны. У нас сейчас военная диктатура, прикрытая неработающей псевдодемократией. Не может сохраниться политическая свобода в стране, которая голосует за военного преступника. Все эти слова Валерия Новодворская произнесла в 2000 году. Теперь многие говорят, она была во всем права. Она видела то, чего не видят другие. Возможно. Но эти 20 с лишним лет Новодворская была не голосом разума и не символом протеста, не борцом за свободу. Она была персонажем мемов. Вот самый знаменитый. «Вы дураки и не лечитесь. Одна я умная в белом пальто». Это выражение стало крылатым. Еще в коллекции видео Новодворская ест кирпич. Ну и, конечно, возглас «коммуняки» произносить в нос противным голосом. Коммуняки, 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 няки, коммуняки. Ну а если без кривляний, что останется? Пара острых цитат, гуляющих по сети, интервью, которые как магнит притягивают насмешки и оскорбления, статьи и колонки, которые на самом деле мало кто читал. Для особых ценителей вот собрание сочинений, 3 тома. На самом деле Новодворская была интереснее, сложнее, глубже, чем мы привыкли о ней думать. И чем порой она сама хотела казаться. Но по крышам действительно убегали. Ну да, бывало это. Покупаете хороший спортивный костюм, специальные удобные сапоги, чтобы не сразу сбили с ног. Ты понимаешь, что Леру мы теряем ее, да? А мне товарищ сказал. Здравствуйте. Здравствуйте. Демократическая общественность Майами приветствует вас. А это значит, что... Вы хоть знаете, кто такой Путин? Это чудовище. Это порождение мрака. Быть на ножах властью, социумом, со всем, что тебя окружает, это, конечно, очень тяжело. Наступил, помню, такой момент, когда я подумала, еще одного ареста просто не переживу. И в эту же ночь он мне приснился, Иисус. Он вообще ничего не говорил, но он на меня так посмотрел, что у меня пропало желание уходить в сторону. Человек – это действительно звучит гордо. Для того, чтобы стать человеком, нужно затратить труд. Она родилась 17 мая 1950 года, ушла 12 июля 2014. И ее удивительная жизнь много изменила и многому теперь может научить. Тем вечером в Кремлевском дворце съездов давали оперу «Октябрь». Вообще-то даже в советской Москве можно было провести время куда веселее. В кино, например, шла новая комедия «Бриллиантовая рука». А здесь революционные матросы, рабочие в мятежном Петрограде. Только поющий Ленин немного скрашивал эту оперную агитку. Это есть наш последний и решительный бой.
За 5 минут до начала, когда в зрительном зале еще не погас свет, с балкона в партерр полетели какие-то листки. Наутро в газете «Правда» ничего не напишут о скандальном происшествии в Кремле. Вот тут третья молодость Днепрогэса, очередной рекорд на Кузбассе. В Колумбии большим спросом пользуются труды В.И. Ленина. И ни слова о том, как юная злоумышленница с особым цинизмом выбрала дату. В этот день в Советском Союзе отмечали День Конституции, еще сталинской. Как написала от руки больше сотни листовок и втайне от мамы училась разбрасывать их веером со стола. Как нашла подельника и для храбрости напоила его кофе с коньяком. Но в последний момент тот все-таки струсил. Как после акции не сбежала, а осталась ждать ареста. Ничего этого советские граждане не узнают. Лишь те, кто вечером 5 декабря 1969 года придут послушать поющего Ленина, с удивлением прочтут в упавших с неба листках: «Спасибо, партия, тебе за все, что сделала и делаешь, за нашу нынешнюю ненависть. Спасибо, партия, тебе». И дальше про опозоренную родину, двоедушие, подлое молчание и грядущие выстрелы. По пустому центру служебная «Волга» домчит до Лубянки минут за 5. Холодное небо и темные силуэты домов – последнее, что она увидит на свободе. После короткого допроса пылкую девушку отвезут в тюрьму Лефортово. Это Лера Новодворская. Ей 19. Только что она провела первую в своей жизни акцию протеста. Если человек во Дворце съездов в День Конституции на опере «Октябрь» разбрасывает антисоветские листовки, не просто антисоветские, а призывающие свергать существующий строй вооруженным путем, строить капитализм, распускать Советский Союз, освобождать колонии, ну, что же остается делать? Они, может, и не хотели бы брать, но пришлось. Подождите. Почему девушка из обычной советской семьи, мать врач, отец инженер, вообще решилась на такое? Я была крайним индивидуалистом, типа Анны Рэнд, а здесь полагалось ездить в пионерский лагерь, работать на пришкольном участке, мыть класс. Ну, вот я решительно не хотела все это делать. Даже в детском санатории забастовки устраивала. В конце концов, меня оттуда выгнали, несмотря на астму. Да, у нее с детства был упрямый и независимый характер. Про таких говорили – трудный ребенок. Но не все же трудные дети идут свергать советскую власть. Друзей, которые оказали бы дурное влияние, у Новодворской не было. Зато были книги. Тишина стоит в этом громадном зале. И в тишине неслышно совершаются те великие чудеса, которые способна творить хорошая книжка. Конечно, книги были тогда у всех. Советский Союз называл себя самой читающей страной в мире. За годы советской власти издано для ребят больше миллиарда книг. Парадокс в другом. Советский человек с пеленок воспитывался на стихах, рассказах и романах о революции. В них говорилось, что плохую власть надо свергать, за свободу и справедливость отчаянно бороться. Но никто не воспринимал эти простые истины как руководство к действию. Никто, кроме Новодворской. У любимых героев книг мы учимся стойкости, мужеству и настоящей дружбе. С 5 лет и на всю жизнь книги стали ее лучшими друзьями. Любимые герои – такие же гордые одиночки, как она сама. Новодворская поглощала, а иначе не скажешь, буквально все. Авантюрные романы и русскую классику, научную фантастику и историю с философией, биографии реальных революционеров и вымышленных. Если выложить все эти книжки в ленту, можно было бы опоясать ею весь земной шар 7 с лишним раз. Единственное официальное место работы Новодворской в библиотеке 2-го мединститута. Вот фото оттуда. На библиотечный каталог похожи все ее тексты, хоть очерки по истории, хоть уличные листовки.
Это тюремные записки Новодворской. Она написала их не в 69 году, а в 91-м, во время очередной отсидки в Лефортово. Всего на 7 страницах больше 30 имен и цитат. В эпиграфе Станислав Ежелец. Дальше пара строк из Маяковского. Так, тут Новодворская перечисляет ассортимент тюремной библиотеки. В любой тюрьме и психбольнице она первым делом записывалась туда. Воспоминания Евгении Гинзбург, а это Александр Грим, ее любимый автор. Ну, конечно, архипелаг ГУЛАГ Солженицына, диссидентская классика. Что тут еще? Привет Пушкину и Цветаевой. Какой-то табачный капитан. Это вообще из Евангелия. Вечно актуальный Джордж Оруэлл. И напоследок Евтушенко. Читала Новодворская не только по-русски. В институте она выучила французский язык, а за время бесконечных отсидок английский, немецкий, итальянский, древнегреческий и латынь. Поколению 60-х не было бы стыдно перед тобой, Корчагин. Преисполненная книжной романтикой, в 14 лет Лера вступила в комсомол. В 15 пришла в военкомат и потребовала отправить ее во Вьетнам. Слабым нужно помогать. Так учили герои ее любимых книг. В расчете на скорые подвиги стала заниматься спортом. Я занималась фехтованием, стрельбой, парашютным спортом, альпинизмом. Возможно, все это так и осталось бы подростковым чудачеством. Не попадись Новодворской, еще одна книга. «Один день Ивана Денисовича». Первое произведение о сталинских лагерях, которое официально издали в Советском Союзе. Вот, 63-й год, издательство «Советский писатель». В 17 лет книгу подарил Новодворской отец. Она потом напишет: «Для меня обрушился мир». Вот итог. Окончив школу с серебряной медалью и поступив в престижный институт Мариса Тореза на французское отделение, Новодворская на первом же курсе собрала подпольный кружок. Он назывался «Союз борьбы». Ну, что такое союз борьбы? Это было несколько человек, которые собирались и обсуждали какие-то вещи. Это было в 68 году. Мы все были на первом курсе. И мой друг с детства, Андрей Бессмертный, он познакомился там с Валерией Новодворской. Ее там звали все Лерой тогда, в те времена. И как раз мне рассказал, что он познакомился с такой удивительно умной и решительной девушкой. На фото из архива Иньяза образцовая студенческая жизнь. А где-то за кадром Лера Новодворская с единомышленниками всерьез обсуждают свержение советской власти. Она мыслила категориями революции. Она готова была пожертвовать собой вот хоть сейчас, хоть вот в эту минуту. Удивительно, что у этой хрупкой девушки был вот такой огонь, я бы сказал, всепожирающий. Вот такой тип, классический тип революционера. Я как историк России прекрасно знаю подобные типажи по второй половине, последней трети XIX века. Я помню, что тогда мы готовили некую конституцию будущей России, которая тоже, на наш взгляд, была не просто радикальной, но совершенно фантастической. Постепенно наш контакт ослаб, поскольку она, видимо, разочаровалась в нас, что мы не идем с ней до конца. Она решила именно вот непосредственно действовать, активные акции осуществлять. Действовать Леру заставило одно конкретное событие. Отвечая на призыв о помощи, действуя в полном соответствии с существующими договорными обязательствами, союзные социалистические страны решили оказать чехословацкому народу необходимую помощь в защите его социалистических завоеваний, в том числе помощь вооруженными силами. Так по телевизору рассказывали про оккупацию Чехословакии 21 августа 1968 года. Новодворская увидела другое. Советские танки приехали раздавить Пражскую весну, реформы, которые начал первый секретарь ЦК Александр Дубчик. В своем кремлевском стихотворении она рифмовала доносы и доносчиков с факелами на Пражской площади.
25 августа на Красной площади задержали 7 человек. Знаменитый лозунг «За вашу и нашу свободу» поднялся в воздух всего на пару минут. Но их оказалось достаточно, чтобы вдохновить целое поколение советских диссидентов на борьбу. Каждый день, проведенный на свободе, был подлостью. Мало того, что я не успела на Красную площадь вместе с «семеркой», как Пушкин с декабристами, естественно, они ведь не давали объявление по радио, что вот мы выходим 25 августа, просьба присоединиться. После этого совсем уже выбора не оставалось. С участниками той демонстрации случай свел ее иначе. Сперва на страницах легендарного диссидентского издания «Хроника текущих событий». Вот 11-й выпуск, 69-й год. Первое упоминание Новодворской. Фамилию никому неизвестной девушки написали с ошибкой, через «Т». Готовила этот номер Наталья Горбаневская, единственная из «семерки», оставшаяся на свободе. Скоро они с Новодворской познакомятся лично. Первые месяцы в Лефортовской тюрьме Новодворская описывает почти с восторгом. Нет, это не архивная хроника, ее попросту не существует. Это экранизация романа Горького «Мать». Фильм 26-го года, немой, но Новодворская узнала бы эти стены и коридоры. Картину снимали в Лефортово. К концу 60-х тюрьма не слишком изменилась. Юная революционерка ведет себя под стать горьковским героем. Новодворскую обвиняют по 70-й статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Но прямо в камере она умудряется изготовить новые листовки и разбросать их сквозь зарешоченное окно. Вот уголовное дело Новодворской из архива КГБ. На допросах она рассказывает про могущественную секретную организацию и конспиративную работу, читает нотации следователям, исправляет за ними ошибки в протоколах. Ну, действительно, откуда им знать, как пишется слово «искусство»? Все изменится, когда Новодворскую отправят в Институт судебной психиатрии имени Сербского на экспертизу. Еще Никита Хрущев провозгласил эту формулу. Если люди борются с коммунизмом, у них явно не в норме психическое состояние. Реакция зала. Смех, бурные аплодисменты. Диагноз советским диссидентам ставили одинаковый – вялотекущая шизофрения. Новодворской в нагрузку добавили реформаторский бред и философскую интоксикацию. В марте 70-го года прошел суд. В газете «Правда» про него опять ни строки. Но есть заметка в подпольной хронике. Выпуск 13. Новодворскую на заседание не привозили, она вообще не знала про суд. Назначенный государством адвокат встречаться с ней тоже отказался. Приговор вынесли быстро. Принудительное лечение в больнице специального типа. Лагерь бы был ничего, тюрьма была бы ничего. Мы все были к этому готовы морально. Психушка, как я ее первый раз увидел, производила угнетающее впечатление. Беспредел, конечно, полный. Слушайте, в лагере или в тюрьме вы, по крайней мере, можете писать жалобы, объявить голодовку, объявить забастовку. Вы друг другу помогаете. В психушке ничего этого нет. Никакая ваша жалоба, никакая ваша забастовка. Никто никогда ее всерьез не примет. Писателя Владимира Буковского держали в Ленинградской тюремной психбольнице. Кадры оттуда. Новодворскую отправили в Казань. Вялотекущая шизофрения – изобретение советских психиатров. В мировой практике такого диагноза нет. Но лечили абсолютно здоровых людей по-настоящему. Они работали на эту систему. Простите, с моей точки зрения, нет никакой разницы между людьми, которые производят колючую проволоку, и людьми, которые этой проволокой огораживают лагерь. Лунц, Тальце и остальные, они делали свою работу, за которую им платили деньги. Самый известный препарат – галоперидол. Его кололи, вот шприц тех времен, или давали в таблетках. Это сильнейший нейролептик, он вызывает тяжелые побочные эффекты. Галоперидол давали и Валерии Новодворской, и Наталье Горбаневской. Они оказались в Казанской психбольнице в одно время. Там же была и диссидент Ольга Иоффе. Нас заставляли принимать лекарства. Меня, слава богу, не кололи, а только давали мне лекарства в таблетках. Но они очень тяжело переносились. Вы не могли ни на чем сосредоточиться. Все время хотелось что-то менять. Вы садились, вам хотелось встать, вы ложились, вам хотелось сесть. И было очень такое тревожное состояние. Лекарства
против галлюцинаций, голосов и бреда. Галоперидол. И там дают с первого дня до последнего. Оказывается, его в нормальных клинических условиях в течение месяца дают, потом делают передышку и смотрят, помог ли он. Прошедший психбольницу, напишет Новодворская, до конца дней не примет даже таблетку снотворного. Но на этом больничные пытки не заканчиваются. Пациентам делали санацию ротовой полости. Привязав к креслу, удаляли нервы в здоровых зубах, без наркоза. Новодворская перенесла это дважды. А еще одной пытки она пишет в своей книге. Толстой иглой под кожу вводят кислород. Ощущение, как будто сдирают кожу. Возникает огромная опухоль. Боль ослабевает в течение 2-3 дней. Потом опухоль рассасывается и начинают с изного. Испробовано лично 10 сеансов. Все это пережила девушка, которой едва исполнилось 20 лет. Это не вымысел и не преувеличение. Десятки людей, столкнувшихся с советской карательной психиатрией, описывают эти пытки одинаково. То, что было самое страшное в больнице, это то, что у тебя все время был страх, что ты действительно можешь сойти с ума и даже не заметить этого. Новодворская провела в Казани 1 год. Летом 1971-го ее перевели в московскую психбольницу, и лишь в конце февраля 1972-го она вернулась домой. Реакция системы. Вот единственно верная шкала, по которой нужно оценивать поступки Новодворской, да и всех протестующих тогда и сейчас. 2 года и 3 месяца в тюрьме и психбольнице. Значит, акция в Кремле была не детской шалостью, а серьезным вызовом. В следующий раз ее имя всплывет на страницах «Хроники» в ноябре 1978-го. Новодворскую схватят прямо на рабочем месте, в библиотеке. Вот, после длительных поисков друзья нашли ее в психбольнице номер 15. Она объявила голодовку. Да, после всех пережитых ужасов она и не думала останавливаться. Придя в себя после Казани, вот единственное фото того периода, Новодворская вернулась в институт. Не иньяс, конечно. Оттуда ее отчислили сразу после ареста. Пришлось идти на заочное отделение в Московский областной пединститут. И даже для этого подделывать подписи на справках. После диплома Новодворская вернулась к подпольной работе. Распространяла самиздат. К середине 70-х в ходу был архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Кандидат наук, математик. В свободное от основной работы время Бегун контактным способом печатал Солженицына. Архипелаг, он как раз в виде фотокопии помещался в коробку от утюга. Вот так и носили, было очень удобно. А ведь цена этой книжки была человеческая жизнь. 7 лет лагерей, 5 лет ссылки. А мы думали, что если каждому советскому гражданину положить на стол архипелаг, режим рухнет. И больше никогда никто не будет верить ни в советскую власть, ни в коммунизм. Также Новодворская участвовала в диссидентских кружках. Поводом для нового ареста как раз и стало создание свободного межпрофессионального объединения трудящихся. Теперь аббревиатуру СМОТ помнят лишь историки диссидентского движения. Но советское государство оценило вклад Новодворской в новые 3 месяца больничных пыток. Значит, и это было серьезно. В 3-й раз ее отправят на принудительное лечение в декабре 1985-го. Снова листовки со стихами. На этот раз Пушкин и Блок. Классики потянули на месяц психушки. В последний раз Новодворскую закроют в конце 1986-го. В эти дни в Кремле происходят события, означающие, что политическая история Советского Союза в муках, в борьбе с трудностями и осложнениями вступает в новый демократический этап. Перестройка идет почти 2 года. Приветливый генсек Михаил Горбачев обещает стране гласность и новое мышление. Из ссылки в Горьком возвращается академик Сахаров, символ всего правозащитного движения. Трагична судьба моих друзей, находящихся в лагерях и тюрьмах. Но знаменитую встречу на Ярославском вокзале Новодворская не увидит. Держите сзади! В этот момент ее до одури накачивают трифтазином в 15-й психбольнице. Пытки длятся 3 недели.
И это ломает расхожий стереотип о подаренной Горбачевым свободе. Были те, кто за свободу яростно боролся и заплатил за нее немыслимо высокую цену. Непримиримость и упорство Новодворской еще не означает, что в ее жизни не было моментов отчаяния. Она предпочитала о них не говорить. Вот в автобиографии об этом ни строки. Единственное признание, которое я нашел, в беседе со священником Яковом Кротовым. Она называла его своим исповедником. Быть на ножах властью, социумом, со всем, что тебя окружает, это, конечно, очень тяжело. Наступил, помню, такой момент, когда я подумала, что все, я больше не могу. У меня больше нет сил, и еще одного ареста просто не переживу. Поживу мирно, так устранюсь, уйду в сторону. И в эту же ночь он мне приснился, Иисус. И он вообще ничего не говорил. Но он на меня так посмотрел, что у меня пропало желание уходить в сторону. Мы не должны останавливаться. Мы должны нарушить эту сонную, благочинную тишину, эту тишину общественного кладбища. Еще одна тема, которую Новодворская обходит стороной – отношения с родителями. В книге она ни разу не называет их по имени. В интервью вечно отшучивается. Сначала были вопли, стоны, стенания, но потом они прошли хорошую профессиональную подготовку. Теперь они знают, что нужно в какой тюрьме, как делать передачи, куда звонить, какие радиостанции и агентства оповещать. То есть великолепно подготовлены для нашей дальнейшей семейной жизни. С мамой и бабушкой Новодворская прожила в тесной двухкомнатной хрущевке до самой смерти. Отец ушел из семьи еще до первого ареста. Какой была атмосфера в доме, можно догадаться из одного случайного письма. Я отказалась от путевки в Сочи, только бы не брать у них ничего. Думаешь, поняли? Бабушка успела посчитать, сколько она на меня потратила за последние 12 лет. Ну, больше они ничего считать не будут. Нечего считать. Не кормят, не одевают, не задаривают, не обслуживают. Я не могу чувствовать ничего, кроме недоумения и брезгливости в их адрес. Это моя семья, мой крест, заканчивает она. Кажется, Новодворская и здесь равна себе. Холодная, непреклонная, готовая на все ради идеи. Встанет на пути родная семья, она и через нее переступит. Но на самом деле это не так. Адресата этих писем она называет любимой, моя гадкая прелесть, мой ангел, моя чаша святого Грааля и просто кисонька. В конце обязательно прибавляет «целую». Все эти письма Новодворская отправила Игорю Царькову. Доброе утро, Игорь Сергеевич. Здравствуйте, Игорь. Вот что нашел из архива. Замечательно. Но расскажите сперва про письма, раз они в книге опубликованы. Это ведь осень 1984 года, если не ошибаюсь, вы в какой-то экспедиции были. Ну, не совсем в экспедиции, а в командировке в Башкирии на Урале. По первому своему образованию я горный инженер-физик. 1984 год, значит, мне было 31 год. Понятно. Валерия Ильинична вам писала с необыкновенной нежностью. Ну, мы были очень близкими друзьями с Лерой. Это правда. Лера писала мне практически каждый день. Лера тогда очень много значила в моей жизни, да и в жизни моих друзей. Вот. Поэтому такое отношение было трогательное и с моей стороны, и с ее. Да, по-моему, она вас просто влюблена была. И с ее железным образом это, конечно, плохо вяжется. Нет, наверное, неплохо. Лера была жесткая на митингах, на выступлениях публичных, но в жизни это очень нежный и трогательный человек, и очень ранимый. Ну, от посторонних глаз она это скрывала. Скрывала, да. Она просто говорила, что вот ее жизнь и судьба сложилась так, что она никогда не будет иметь семьи, она не будет иметь детей, потому что она не может вот пожертвовать детьми, а им придется пожертвовать, потому что она собиралась посвятить свою жизнь всю деятельности оппозиционной, революционной, и поэтому вот эта сфера бытовая, конечно, была в стороне от нее, она сознательно от нее отказывалась. Но при этом с родителями у нее были, по-моему, напряженные отношения, если не сказать больше. Да, да. Но отец все понимал и, в общем-то, поддерживал первоначально нас. А с мамой было все очень сложно. И поэтому
в общем-то, мы и создали эту легенду, что мы жених и невеста, чтобы... А мама очень хотела, чтобы Лера вышла замуж. Поэтому мама как бы, может, через силу, но верила в то, что мы занимаемся именно тем, чем она хотела, а не политической деятельностью. Вот. И когда нас уже арестовали, она поняла, что мы ее водили за нос несколько лет. Мама всегда стучала на Леру сама. Она, в общем-то, и была ее надсмотрщиком в определенном смысле слова. Не может быть. Ну вот насколько она доносила, я же не скажу. Вот, и что она доносила, да? Но что она была своим агентом КГБ в семье, это точно. Слушайте, получается, Валерия Ильинична, прям между двух огней была все время. Это так, это так. А вы вообще как познакомились? Это был же 83-й, по-моему, год? Да. Была хорошая, интересная история. Я к этому времени вдруг понял, что я не физик и не математик, а что я гуманитарий. И пошел на курсы повышения квалификации работников туристического бизнеса. Ну, тогда-то бизнесом не называлось. Я вез первый раз в своей жизни группу в Псков-Тарту. И мне просто порекомендовали взять интеллигентную группу Второго медицинского института. А Лерочка работала там, в библиотеке. И там, по пути в Псков, мы познакомились, читая на санитарных остановках друг другу стихи Вознесенского, Евтушенко, как сейчас помню. И заканчивалась наша программа в Тарту на балконе актового зала Тартуского университета. Вперед выходит Лера и произносит такую фразу. «Первый день, когда Россия станет свободна от большевиков, Эстония будет свободна». Вот, группа замерла. Я понял, что это мой первый и последний день работы в агентстве. Ну да, не лучшее начало дружбы. Мы расстались на Белорусском вокзале, как всегда, обещая обязательно встретиться в будущем. Так любой экскурсовод говорит своим туристам. И, наверное, бы не встретились, если бы не получилось так, что я работал в Мариной роще, а Валерия Ильинична жила в Мариной роще. И однажды, возвращаясь с работы, я увидел в автобусе даму, уткнувшуюся в какую-то книжку носом, и вдруг чувствую, что это Лера. Я говорю, Валерия Ильинична, она говорит, Игорек, так обычно так говорила. И вот тогда наша дружба продолжилась. Слушайте, а кто кого склонил к подпольной работе? Ну, взаимообразно было, конечно. У меня уже были люди, с которыми мы занимались размножением нелегальной литературы, распространением ее. А у Леры в тот момент тоже было немного связей. У нее остались связи от СМОТа. Но, насколько я понимаю, она не очень была вписана в диссидентские круги. Она была такой, скорее, фанатичной одиночкой. Да, она в самом деле одиночка. И больше ей нравится, наверное, в этом состоянии. И даже когда-то мы подарили с Валей Погосовым ей на день рождения картину Шишкина, называется «На севере». Скалистый утес, снега, и стоит одинокая сосна. Она ужасно любила эту картину, потому что это вот соответствовало ее внутреннему миру. Публичной работой ей приходилось заниматься, и много, и она это делала, но не думаю, что это доставляло ей большую радость и счастье. Расскажите, а чем вы вообще тогда занимались? Конечно, в основном это было размножение литературы. У Леры была очень хорошая библиотека нелегальной литературы. А мы нашли источник, где можно было на ксероксе размножать. Это в больших количествах. Это в гостинице было. Ну, представляете, вот мы печатаем 100 экземпляров «Архипелага ГУЛАГа», трехтомника. Я помню, когда мы выносим мимо охраны в чемоданах, каждый чемодан килограмм по 50. Приходилось делать вид, что тебе легко, ты легко проходишь с этим чемоданом, а внутри думаешь, ну все, сейчас руки оторвутся. И мы это делали регулярно. Потом вы освобождаете полностью комнату и начинаете 100 экземпляров раскладывать. Их же нужно разложить, потом сброшуровать. А вы часто виделись? Ну, если честно, то очень часто. Я не считаю выходные, мы встречались и в будние дни, писали письма в различные творческие союзы, правозащитные и так далее. Ну, когда распространяли листовки, естественно, мы это делали по ночам, да, раскладывая их в почтовые ящики. У меня вот здесь на столе в этих документах я нашел одну из листовок «Нет войны в Афганистане». То есть мы это что же распространяли? Не только правозащитные листовки.
были, а и именно политические. У нас называлась группа сопротивления. Вы будете смеяться. Там было 2 человека, я и Лера. А вы знаете, мы как раз нашли уголовное дело. Это октябрь 1986 года. Нас арестовали после распространения листовок. Значит, открыли дело по 70-й статье. Да, тут все подшито. И листовки ваши есть, и отпечатки пальцев, фотографии. Это же был ваш первый арест? Для меня, да. Для меня это был первый, да. Ну, я не могу сказать, что все очень было комфортно. Да? Первый арест всегда сложно. Это во второй раз ты идешь как домой, что называется. Вы знаете, а меня не перестает удивлять смелость Валерии Ильиничны. Вот она тут прямо в объяснительной пишет: «Я сознательно выступаю против советского строя и прекрасно понимаю, что мои слова усугубляют мое положение». И это после 3 психбольниц. Она ведь вскоре и в 4-ю попадет. Вы ее, кстати, там навещали? Естественно, я туда постоянно ходил. Это было страшно видеть, когда ее накачивали вот этими депрессантами. Приходишь, а ее почерк меняется, да? Он и так-то у нее каллиграфическим не был. А тут ты понимаешь, что человек уже вот не очень понимает, как он и что пишет. Одна буква большая, другая маленькая. И ты понимаешь, что Леру вот мы теряем ее, да? Но даже это ведь вас не остановило. Вот почему от самиздата, от листовок вы перешли к уличным акциям? Вот в 87-м мы уже почувствовали, что какие-то изменения есть, и надо пробовать выйти, надо пробивать эту стенку. Если честно, мы начали выходить вдвоем. Мы, по крайней мере, понимали, для чего мы это делаем. Нужно потерять чувство страха. Нужно, чтобы народ перестал бояться. И когда они видят, что кто-то выходит, значит, можно и нам. Учредителями семинара являются бывшие политические заключенные, люди, вышедшие из ссылок, из политлагерей, за исключением, может быть, 2-3 человек. Это первая видеозапись Новодворской. Июнь 1987 года. Москва встречает участников советско-американского похода за мир. Они пешком пришли из Ленинграда. На излете холодной войны были популярны такие жесты народной дипломатии. Впрочем, Новодворская не хотела перемирия. Она готовилась вести уличные бои. Во внешней политике Советского Союза мне чрезвычайно не нравится то, что декларируемые мирные цели не отвечают реальной практике. Новодворской 37 лет, как мне сейчас. Это самый яркий и, наверное, самый счастливый период ее жизни. Начиная с 1987 года она выходит на демонстрации и митинги буквально каждый месяц. Задержания, обыски, суды, штрафы, а потом и аресты на 15 суток сыпятся один за другим. На экраны выходит запрещенный фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Новодворскую хватают посреди улицы. Виктор Цой поет про перемены. Новодворская сидит в одиночке. В эфир выходит программа «Взгляд». Говоря об Афганистане. Новодворская держит голодовку. Так выглядит ее перестроечная свобода. «Мы ухитрялись устраивать до 6 демонстраций в месяц», пишет она. «Не ночевали дома, отрывались от хвостов, уходили буквально по крышам. Гэбисты ходили за нами по пятам и наступали на ноги. Со мной они даже здоровались». У меня есть специальные такие демонстрационно-баррикадные костюмы. Покупаете хороший спортивный костюм, специальные удобные сапоги, чтобы не сразу сбили с ног на низких каблуках. Имейте джентльменский набор в сумке, там книжка свежая, белье, умывальные принадлежности. На демонстрации мы так с этим и ходили, потому что знали, что будет арест, и все свое носили с собой. Чего она, собственно, требует? Выпустить из тюрем и психбольниц всех политзаключенных, прекратить оккупацию Прибалтики, вывести войска из Афганистана, осудить преступления прошлого, сталинские, хрущевские, брежневские, дать гражданам всю полноту прав и свобод, перейти к демократии и капитализму. Если свести все эти требования вместе, выйдет готовая программа партии. Правда, по Конституции Советского Союза партия могла быть только одна.
6-я статья прямо закрепляла руководящую, направляющую роль КПСС. Но Новодворская с этим, конечно, была не согласна. Проект партии был готов к весне 88-го. Новодворская задумала объединить всю оппозицию в стране. Ее слова: «Создать общий дом под звездным небом, где будут согласно обитать либералы, эсдеки, эсеры, еврокоммунисты, монархисты, социалисты». Отсюда название «Демократический союз». Да, так мог бы выглядеть съезд первой в Советском Союзе демократической партии. Но это всего лишь хроника Всесоюзной конференции КПСС, которая проходила в Москве тем же летом. 19-я Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза объявляется открытой. Учредительный съезд ДС проходил с 7 по 9 мая. В Москву приехали сотни делегатов из других городов. Обсуждали устав и структуру будущей партии, проекты реформ. Почти все они, так или иначе, будут реализованы в России. 7 мая делегаты собрались не в Кремлевском дворце, а в коммунальной квартире. Каким-то чудом туда поместились 150 человек. Новодворская выступала не с трибуны, а забравшись на табуретку. На другой день заседание оргсекции завершилось поздним вечером в отделении милиции, куда доставили 40 человек. Когда в автобус заносили делегата от Саратова по фамилии Деревянкин, он провозгласил лозунг «Да здравствует советская демократия». 9 мая съезд переместился на подмосковную дачу в поселке Кратово, но милиция устроила обыски и там. Блуждающих среди берез делегатов ненадолго приютил местный ДК. Там и провозгласили создание партии. Роман Мантулин, Демократический союз. Это, как называют, так называемая политическая партия. Но политическая партия демократическая. У вас есть билеты? Создание Демократического союза без преувеличения историческое событие. 70 лет КПСС сохраняла монополию на власть. Новодворская первой ее разрушила. Вторую альтернативную партию создаст Владимир Жириновский. Он приходил на съезд Демсоюза, но запомнился лишь с комическими репликами. Например, предложил убрать из фразы «КПСС вела народ путем преступлений и ошибок» слово «преступление». Либерально-демократическая партия появится у Жириновского только через 2 года, когда 6-ю статью Конституции уже отменят. Тем летом власти применили против Новодворской новое оружие. Мы его хорошо знаем, но в 1988 году оно вызвало шок. 21 августа Демократический союз проводил первую крупную акцию. На Тверской бульвар вышли тысячи людей, и вдруг появились они. Узнаете? Это первый митинг, разогнанный ОМОНом. Официально днем рождения ОМОНа считается 3 октября 1988 года, когда был подписан приказ МВД. Но выходит, праздновать нужно на месяц с лишним раньше. День рождения, грустный праздник. Ты улыбнись, 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 не грусти напрасно. Новодворская в качестве благодарности получила очередные 15 суток. Это война. Тот, кто ведет людей в бой, даже без оружия, он невольно их подставляет под удар врага. И даже в момент перестройки очень многие люди из-за меня покалечились на этих сутках после митингов. Правда, у меня их было больше всех. Горбачевская перестройка запомнилась мне как один сплошной арест с короткими переменками. 17 арестов, 17 голодовок по 15 суток. Это моя личная маленькая ленинградская блокада. Более 8 месяцев. Так напишет Новодворская. Это видео уже из 90-х. Но и в последние годы Советского Союза Новодворская – суперзвезда протестов. Вот подшивка журналов «Огонек» за 90-й год. В октябрьском номере, а его тираж был 4 миллиона и 600 тысяч экземпляров, выходит интервью с Новодворской. Она позирует прямо на нарах в воронежской тюрьме. В это время она путешествует по всей стране, от Владивостока до Риги, выступает по 3 раза в день, а вечером перед сном еще и выходит на митинг. Когда в марте 1991 года ее начнут судить за оскорбление Горбачева, журналисты будут прорываться на заседание силой. Телевидение.
Ну сейчас нам нужно пройти поставить аппаратуру. Ну что значит нельзя? Скажите, что вы ожидаете от этого суда вообще? Что это показывает? Ну, я ожидаю момента истины, потому что единственное, что близко к советской реальности, это именно процесс по 58-й статье. Все остальное – это личина. Советы, депутаты, гласность, демократизация, а вот это подлинное, настоящее. По 58-й статье при Сталине судили врагов народа. Новодворская же объявила себя личным врагом Горбачева. В качестве повода она выбрала только что изданный закон о защите чести и достоинства президента. В статьях и интервью назло оскорбляла Горбачева, сравнивая с Гитлером. На митингах рвала его портреты и в придачу сжигала советский флаг. Цель достигнута. На нее завели сразу 6 уголовных дел. 2 в Москве, 3 в Петербурге и 1 в Воронеже. И если подсудимая Новодворская здесь, пожалуйста, ее ждет скамья подсудимых. И все. Какая-то получается. Новодворскую впервые судят под камеры. Вадим, сумочку мою дайте. Кто хочет сюда, здесь место еще. Ярче героя на перестроечном небосклоне нет. Здесь, с моей точки зрения, происходит поединок между личностью и государственной властью. Как секунданта я готова использовать состав суда и прокурора. Что же касается защитника, то, с моей точки зрения, на этом процессе защитник нужен не мне, а Горбачеву. Но я надеюсь, что уважаемый прокурор возьмет на себя эту роль. По делу об оскорблении ее оправдают, но тут же арестуют по новой статье за призывы к свержению строя. 41-й день рождения она снова, как в 20, встретит в камере Лефортово, а в августе пропустит путч ГКЧП. На свободу ее отпустят днем 23-го, когда за решеткой окажутся уже сами путчисты. Прямо из тюрьмы она поедет на Лубянку, чтобы своими глазами увидеть пустой пьедестал перед зданием КГБ. Накануне вечером на шею Железному Феликсу накинули петлю и сбросили его на землю. Империя повержена. Врага, с которым Новодворская боролась всю жизнь, больше не существует. О последнем дне Советского Союза, 25 декабря 1991 года, в своей книге она даже не вспомнит. Автобиографию Новодворская закончила весной 93-го. Цитата из Сартра стала названием «По ту сторону отчаяния». 15 лет спустя выйдет новое издание с более грустным заголовком «Прощание славянки». Новодворская допишет пару глав, но эти 100 с небольшим страниц выглядят скучным послесловием. В принципе, можно сказать, что все, что я могла, я сделала. Ничего качественно нового я не сделала. Дерево не посадила. Не люблю сельское хозяйство. Сына, увы, не родила. Некогда было. А потом стало уже поздно в 91 году кого-нибудь рожать. Да и спокойных-то лет у нас было только 3 года. Сама она ничуть не изменилась. Все 90-е и нулевые Новодворская привычно продолжала борьбу. Защищала Ельцина и дежурила на баррикадах в октябре 93-го. Потом поссорилась с Ельциным и отстаивала независимость Чечни. И даже повесила на стенку портрет Джохара Дудаева. Все так же ходила на митинги, строила партию, участвовала в выборах, читала лекции. Ее снова судили по обвинению в разжигании национальной розни. Оскорбила она якобы русский народ. И с тех пор к ней навечно приклеился ярлык махровой русофобки. С первых дней премьер-министра Путина она предупреждала и о грядущей диктатуре, и о реставрации совка. Потом Украина, Грузия, снова Украина. Даже в последние годы, когда она с трудом ходила, ее видели на митингах со складным стулом. И все-таки кое-что изменилось. Самое интересное, сама Новодворская предсказала это. Отмотаем назад. Лето 91-го. Последний арест.
Отсидка в Лефортово словно дала ей короткую передышку и позволила взглянуть на происходящее со стороны. В тех самых тюремных записках она напишет пророческое: «У нас пока нет сторонников, есть зрители». Когда Советский Союз рухнул, зрителей у Новодворской только прибавилось, а вот сторонников больше не стало. Я и сам не исключение. В 2003 году, когда мне было 18 лет, я оставил на форуме Демократического Союза такое вот сообщение. Про политические взгляды или про биографию Новодворской я мало что знал. Я восхищался образом, как восхищаются актрисой на сцене. Вы что, Новодворскую встречаете? Да, ее. А что? Прилетела уже? Встречаете? Да, она там багаж. Этим рейсом? Да, Новодворская, вместе с Боровым. В 1998 году Новодворская стала актрисой буквально. Снялась в комедии «Примадонна Мэри». Здравствуйте. Здравствуйте. Демократическая общественность Майами приветствует вас. Мы непременно должны его взять с собой. Похоже, господин из мест не столь отдаленных. Может, за ним КГБ гонится. Грандиозно. За граница, там друзей любимых лица, там моей любви и грусти города. В жизни добрые страницы. Близкий друг и соратник Константин Боровой теперь и правда живет в Америке. Константин Натанович, добрый день, хотя у меня уже добрый вечер. Здравствуйте, Игорь. Ну расскажите, как вас занесло в кино? Мы были то, что называется камео. То есть мы были приглашенными артистами, известными людьми. Мы с Валерией Ильиничной согласились, потому что я ей обещал показать мой Нью-Йорк. Сразу после Флориды неделю гуляли по Нью-Йорку. А она первый раз была в Америке? Да, это был ее первый приезд, ей очень понравилось. Мы потом 2 раза прилетали в Америку с лекциями. Новодворскую позвали в кино ради имени на афише. Но вот она настолько популярной была в тот момент? Ну, очень известна, конечно. На рынке она, когда появлялась, покупать что-то, ее задаривали подарками восхищенные продавцы. Вот, и дарили цветы, дарили продукты, дарили восхищенные взгляды. А я где-то читал, что Новодворская не любит, когда ее узнают. Чувствует себя неловко. Вообще, Валерия Ильинична на публике в жизни – это разные люди? Конечно. В тот момент, когда она настраивалась на выступление, ей требовалось несколько минут, чтобы войти в это состояние агрессивного спокойствия. Вот. В лице Верховного Совета народ изгнал недостойную власть. В лице президента Ельцина Россия нашла жар-птицу. Держите эту жар-птицу, не выпускайте ее. Да, в таком состоянии большинство ее и знает. Поэтому я хочу поговорить про личное. Вот для вас Новодворская кем в первую очередь была? Друг, очень хороший друг в первую очередь. Хотя у нас были отношения в 90-е годы такие, ну, больше, чем дружеские. У нас не было там близости, но это были очень нежные отношения. Вот 94-й, 5-й, 7-й год. А вы в то время много путешествовали. Летом 95-го были в Париже, если не ошибаюсь. Новодворская тогда впервые побывала за границей. Вот расскажите, как это было? У нее были приятельницы француженки, с которыми мы встречались, общались. Лерочка довольно прилично говорила по-французски, с очень сильным русским акцентом, но прилично. Ну, интересное путешествие было. Лерочка любила вкусную еду, очень любил. И мой приятель, который нас принимал, он устраивал каждый раз, ну, раз в день такие пиры.
А любимое блюдо у нее было? Ну, их много было любимых блюд. Она очень любила фрути ди маре. Большие куски мяса, жареного красного мяса. Она очень любила. У нее была особенность такая у Лерочки. В детстве ее, видимо, научили. Она клала на тарелку кусок мяса, долго нарезала его на мелкие кусочки и только потом ел. Ну, вот дети так делают. Я пытался ее переучить, потому что мы несколько раз были на формальных приемах. Вот. Но у нее были какие-то принципиальные соображения на этот счет. А Новодворская в роли туристки – это вообще как? Лерочка всегда выполняла роль экскурсовода. Она много рассказывала, читала стихи. Я помню, мы поехали в Сиену с моими внучками. И это была такая лекция, которая длилась несколько часов. Мои внучки все были влюблены в Лерочку. Мы много путешествовали. В Италии очень много. Первая поездка в Италию, тогда мы сняли очень большую виллу. И у нас каждый вечер были такие литературные вечера. Лерочка в основном читала что-то, рассказывала. А есть момент, который особенно врезался вам в память? И даже фотография осталась, я ее заставил сфотографироваться. Она как-то утром вышла, солнце, на столе стоял огромный арбуз, вокруг сад с оливковыми деревьями. Но это все очень красиво было. И Лерочка в халате, и вот этот арбуз, который она потом с удовольствием схомячила. Знаете, все-таки удивительно видеть Новодворскую не агрессивно спокойной, а просто счастливой. Но она часто бывала счастливой. Перестаньте. Лерочка довольно часто была счастливой и не только в Италии, и в России. И она любила снег, и она любила холод. И мы выезжали во всякие дома отдыха в Подмосковье. Ей это тоже нравилось. А какими были последние годы? Я так понимаю, она довольно сильно болела. Вы знаете, существует такая какая-то легенда о том, что она болела, что у нее был диабет. Она себя прекрасно чувствовала, но избыточный вес, это да. Что же случилось летом 2014-го? Сам процесс заболевания, вот это заражение кровью, он начался от того, что она наступила на провод. Я с ней говорил по телефону, требовал, чтобы она обратилась к врачу, там все очень серьезно было, там началось воспаление в ноге. И она мне говорила, что она не может. Ей надо подготовиться к прямому эфиру на Эхе. Ей надо написать статью для The New Times. То есть она была очень востребована, понимаете? А это для нее было самое главное. Фактически ее моя дочь смогла отвезти в больницу только тогда, когда она начала терять сознание. Она потеряла сознание в скорой помощи и больше не приходила в себя. Я хорошо помню, что новости о смерти Новодворской встретил поток злорадных комментариев. Но ведь и при жизни она все время была мишенью для насмешек. Ей было безразлично. Она принадлежала к той породе людей, которая не учитывает мнение, малых сих. Пусть так, но все-таки гадости про нее говорили куда чаще, чем дарили цветы. Да, это довольно часто происходило. На улице, на встречах. Сумасшедшая старуха, 50-летняя женщина там, или 45-летняя, которую называют сумасшедшей старухой.
Но это такой карикатурный образ. Вот как вам кажется, почему он вообще появился? Ну, понимаете, мы же ведь постоянно находились в среде пропагандистской кампании. И люди привыкли к этому, им так спокойнее. Галкин пародировал ее на сцене в Кремлевском дворце. Народ смеялся. Вот в условиях этой пропагандистской кампании образ Новодворской, ну вот он такой. В финале зрители превратились в гогочущую публику, а экранный образ окончательно затмил настоящий. Все путем, пацаны. Слава богу, что приехали. Я хотя бы с хорошими людьми познакомился. Ну и мы не в докладе. Это с коммунистами кататься западло. Это потрясающе. Кто теперь вспомнит, что на самом деле было написано на том плакате про белое пальто? И что возглас коммуняки всего лишь галкинская пародия? А если не помнить, совсем нетрудно злословить, обсуждать и внешность, и одежду, и даже девственность. Это ведь про персонажа, а не про живого человека. Будем честны, все последние годы именно это мы и делали. За месяц до смерти Новодворская записала обращение к сепаратистам Донбасса. Вы хоть знаете, кто такой Путин? Это чудовище, это сталинист, это порождение мрака. Что ему нужно? Ему нужно, чтобы никто нормально не жил. Ему империя нужна. Империя зла, потому что империи добра не бывает. Это я вам говорю, Валерия Новодворская, диссидент с 40-летним стажем. Через 5 дней после ее смерти над Донбассом собьют малазийский Боинг. О которой так хорошо говорят ваши родители. Через 8 лет Россия будет бомбить Киев, захватывать все новые территории и грозить миру ядерным оружием. Военную диктатуру перестанут даже прикрывать псевдодемократией. Кажется, именно в этот момент мы вновь увидели в Новодворской настоящую героиню. Смелую, честную, свободную. Героиню, которая может научить, как победить страх, как выстоять одному против многих, как сохранить себя и не предать свои идеалы. Когда-то в сатирической программе «Куклы» был выпуск про Россию будущего, вовсе не прекрасную. Кстати, демократы на лесоповале вспоминали бывших коллег. Боровой с Новодворской бежали, переодевшись в женское платье. Новодворская призналась, что после этой шутки плакала, запершись в ванной. Но когда автор «Кукол» Виктор Шендерович позвонил ей с извинением, она ответила: «Да, я глубоко оскорблена, потому что я никогда не сбежала бы из страны». Новодворская требовала подвигов от других, но только тех, которые совершила сама. Это и было ее белое пальто, и она носила его по праву. У меня чувство юмора присутствует. Это я заметила. Инстинкта самосохранения у меня нет. Такое может быть? Это может быть, потому что, когда хочешь сохранить свободу, как правило, нельзя думать о том, чтобы сохранить жизнь. Во-первых, это пошло и тривиально. Во-вторых, это недостойная человека цель. Так что здесь даже нет никакого героизма, а просто здоровый выбор, нормальный анализ ситуации. Мы долго ждали, а он не пришел. Белый корабль красивый, большой. Мы так устали и стало совсем темно. Время растаяло, море утекло. И нужно все начать сначала здесь. И вон из кожи лезть. Ведь у нас еще немного есть силы, силы. Верить себе и никогда не ждать, что кто-то будет нас с тобой спасать. Из новостей у меня пока все
нас не спасет.